Эти безумные тракторы были худшими в истории. СССР и США, будучи мировыми сверхдержавами, известны своими мощными тракторами, которые продолжают служить верой и правдой даже спустя многие десятилетия. Однако среди них встречались и не самые удачные модели, имеющие значительные технические проблемы, что осложняло их использование и снижало эффективность работы. Сегодня я расскажу вам о самых худших советских и американских тракторах в истории, когда-либо созданных. Поехали! Фордзон Путиловец был одним из первых советских тракторов, спроектированных и запущенных в массовое производство сразу после Гражданской войны 1918-1920 годов. Эта модель была фактически скопирована с американского трактора компании Ford. Ленинградские инженеры в значительной степени адаптировали проект с расчетом, что техника поможет справиться с задачей коллективизации разрушенных деревень, а позднее, пройдя модернизацию, станет основой для новых разработок. Как использовали этот трактор в США, неизвестно, поскольку изначально он имел множество конструктивных недостатков. Но в условиях советской реальности выбора не было, и трактор был собран из того, что было доступно. Уже с самого начала выявились проблемы, делавшие его эксплуатацию небезопасной. Открытые зацепы колес часто становились причиной травм, особенно среди неопытных или неосторожных трактористов. Работая на пашне, механизаторы сталкивались с трудностями. На грязной или сухой земле техника часто застревала, и трактористы возвращались домой совершенно измученными от грязи и пыли. К тому же трактор отличался очень громким звуком мотора, поскольку выхлопной коллектор отсутствовал, что создавало облака выхлопных газов. Это негативно сказывалось на здоровье работников, и многие из них долго не могли прийти в себя после смены. Внутри коллектива трактористов Фордзон часто называли смертником, так как из-за плохой устойчивости на неровных участках трактор мог перевернуться, что создавало угрозу для жизни механизатора. В общей сложности было выпущено около 42 тысяч единиц этих тракторов, и сегодня лишь несколько экземпляров можно увидеть в музеях и выставках, расположенных на территории бывшего СССР. Модель John Deere MT, представленная в США в конце 1940-х годов, была ориентирована на компактность и экономичность, предлагая решения для малых и средних фермерских хозяйств. Однако, несмотря на это, трактор имел несколько серьезных конструктивных недостатков. Одной из основных проблем была неэффективная система охлаждения. В условиях высокой температуры трактор часто перегревался, что приводило к быстрому износу мотора и сокращению его срока службы. Еще одной проблемой был двигатель и трансмиссия. Трактор не был рассчитан на выполнение тяжелых работ, что снижало его способность конкурировать с другими моделями. Трансмиссия часто выходила из строя, особенно когда пользователи пытались использовать трактор на пределе его возможностей, что приводило к значительным расходам на ремонт. Это оставляло у владельцев ощущение, что трактор не оправдывает свою цену. Несмотря на попытки улучшить модель, MT John Deere не соответствовал ожиданиям покупателей и стал разочарованием в линейке тракторов компании. Тем не менее, уроки, извлеченные из проблем с трактором, помогли John Deere усовершенствовать свои последующие разработки, что привело к созданию более надежных и эффективных тракторов. В 1934 году на Ленинградском, а затем и на Владимирском тракторных заводах СССР началось производство трактора «Универсал», который был основан на американской модели Farmall Regular. Советские инженеры внесли ряд изменений, чтобы адаптировать машину к суровым условиям работы в стране. Трактор быстро стал популярным, главным образом потому, что альтернативы на тот момент практически не существовали. Тем не менее, у «Универсала» были и свои слабые стороны. Он был оснащен металлическими грунтозацепами, которые должны были облегчать передвижение по сложным и бездорожным участкам. Но эти элементы нередко становились причиной травм из-за опасности при неосторожном использовании. Двигатель, работающий на керосине, не обладал достаточной мощностью для выполнения множества задач, что приводило к проблемам на тяжелых почвах и в сложных условиях. Это вынуждало колхозы и совхозы либо возвращаться к ручному труду, либо искать более надежные тракторы. Кроме того, качество сборки оставляло желать лучшего. Отсутствие кабины и приборов управления делало работу с трактором неудобной и опасной. К началу 1950-х годов модель была признана устаревшей и не могла конкурировать с новыми, более совершенными машинами. Таким образом, несмотря на свою популярность на начальных этапах, «Универсал» не оправдал все ожидания и вскоре уступил место более современным и эффективным тракторным моделям. Американский трактор Case 1070 был сельскохозяйственной машиной с приводом на два колеса, выпускавшейся с 1970 по 1978 год на заводе в Рассене, штат Висконсин. За время производства было выпущено 7561 единица этой модели.
В 1978 году трактор Case 1070 стоил $22 600. Изначально Case 1070 был разработан для того, чтобы предоставить фермерам мощную и производительную техническую помощь. Однако со временем трактор столкнулся с критикой из-за проблем с трансмиссией и гидравлическими системами. Система охлаждения трактора не была должным образом продумана, что приводило к перегреву при длительной эксплуатации. Это не только сокращало срок службы двигателя, но и создавало неудобства для пользователей. Несмотря на попытки компании улучшить модель в последующих версиях, репутация трактора была сильно подорвана. Многие фермеры предпочли перейти на более надежные марки, а трактор Case 1070 стал одним из забытых образцов в истории сельскохозяйственной техники. В 1965 году советский Таганрогский машиностроительный завод представил серию самоходных тракторов для вспомогательных работ. Основным направлением завода было производство комбайнов, и, возможно, поэтому инженеры попытались создать универсальную модель, подходящую для множества задач. С мощностью в 75 лошадиных сил трактор SESH-75 мог развивать скорость до 18,5 миль в час, что вполне подходило для сельскохозяйственных нужд. Одним из удобств была гидравлическая система управления, но вот зачем понадобилась 12-ступенчатая коробка передач, так и осталась загадкой для будущих поколений. Если бы модель была доработана без спешки, она могла бы стать уникальной и полезной. Трактор мог работать на различных типах грунта и использоваться как тягач, что позволило бы решать множество задач в сельском хозяйстве, благодаря разнообразным прицепным устройствам. Однако и здесь машина имела свои недоработки. Кроме того, инженеры не уделили должного внимания комфорту оператора. Кабина была тесной, плохо продуманной и не оснащена удобствами. Всего было выпущено чуть более 20 тысяч таких тракторов, после чего модель была снята с производства в том же 1965. Оливер 1250 стал одним из первых американских тракторов, импортированных компанией Оливер из Италии в 1965, но столкнулся с рядом проблем при адаптации к сельскохозяйственному оборудованию США. По европейским стандартам модель 1250 не соответствовала потребностям и условиям работы в Америке, что приводило к низкой производительности и недовольству фермеров. Различия в сельскохозяйственных практиках между Европой и США стали причиной ограничений, с которыми столкнулся этот трактор. Недостаток необходимых функций сделал его менее конкурентоспособным по сравнению с местными аналогами. Чтобы исправить ситуацию, компания внесла более 1000 технических изменений в модели 1250 и 1255. Тем не менее, эти улучшения пришли слишком поздно, когда трактор Oliver 1250 уже оставил негативное впечатление среди пользователей, став ценным уроком для компании о важности адаптации продукции под локальные требования. Советский гусеничный трактор тягового класса 3T, модель DT-175, был произведен на Волгоградском тракторном заводе в 1986. Несмотря на тщательно продуманную концепцию и значительные усилия, вложенные в его разработку, эта модель не оправдала ожиданий и вскоре подверглась критике. Одна из основных проблем трактора заключалась в чрезмерном потреблении топлива. Дизельный двигатель мощностью 170 лошадиных сил расходовал почти полфунта топлива на 1 лошадиную силу в час, что при объеме топливного бака в 79 галлонов означало высокие эксплуатационные затраты. Для совхозов и колхозов с ограниченными ресурсами этого топлива зачастую не хватало, что создавало значительные трудности в работе. Кроме того, несмотря на большую топливную жадность, трактор показывал низкую производительность. Например, более старый DT-75 выполнял те же работы в 2 раза быстрее, при этом был гораздо экономичнее. Это делало DT-175 менее конкурентоспособным вариантом. Высокая стоимость трактора также стала серьезным препятствием. Обслуживание и ремонт требовали значительных затрат из-за дорогих и труднодоступных запчастей. В результате многие фермеры предпочли более выгодные и надежные модели, которые хоть и стоили так же, но показывали лучшие результаты в эксплуатации. Таким образом, несмотря на усилия по разработке нового трактора, DT-175 не оправдал ожиданий и не завоевал популярности на рынке. Четырехосный сочлененный трактор Massey Ferguson 1805 был представлен в 1970-х годах и производился в Канаде компанией Massey Ferguson. Модель была оснащена 8-цилиндровым двигателем Caterpillar мощностью 192 лошадиные силы, что обещало отличную производительность. Однако сложность ее конструкции привела к ряду проблем, что повлияло на репутацию. Хотя двигатель был мощным, он также потреблял большое количество топлива и часто выходил из строя, что приводило к высоким эксплуатационным расходам и снижению надежности. Трансмиссия трактора
трактора также не отличалась хорошей репутацией. Проблемы с передачами становились особенно заметными при эксплуатации трактора в тяжелых условиях. Эти проблемы снижали работоспособность трактора и увеличивали затраты на обслуживание и ремонт. Несмотря на попытки улучшить последующие модели, Massey Ferguson 1805 остался в истории как пример неудачного сочетания мощности и надежности. В итоге модель быстро исчезла из поля зрения, став одной из темных страниц в истории американских и канадских тракторов. По расчетам советского правительства, трактор К-700 должен был стать символом отечественного машиностроения, так как на тот момент это был самый крупный трактор в мире. И действительно, в угоду высокопоставленным лицам Кировский тракторный завод разработал и запустил серийное производство машины, которая по своей мощности превосходила многие зарубежные аналоги. Однако, когда речь зашла о реальных условиях эксплуатации К-700, оказалось, что трактор не был приспособлен для выполнения сельскохозяйственных работ. Его тяжелый вес слишком сильно утрамбовывал вспаханный грунт. Там, где проезжал этот гигант, не могли расти не только сельскохозяйственные культуры, но и сорняки. По техническим характеристикам трактор мог бы заменить сразу 4 обычных машины, что казалось оптимальным решением. Но на практике выяснилось, что ни одно прицепное устройство не выдерживало таких больших механических нагрузок. Эксплуатация такого гиганта с обычными орудиями для работы на поле была крайне неэкономичной для колхозов. В реальности тракторы К-700 часто простаивали в ангарах, а все сельскохозяйственные работы выполнялись с использованием более старой, но менее проблемной техники. Трактор John Deere 2010, который должен был стать стандартом американской сельскохозяйственной техники 1960-х годов, быстро стал известен как источник проблем. Одна из главных его слабых сторон заключалась в недоработанных газовом и дизельном двигателях, которые не только были неэффективными, но и чрезвычайно прожорливыми в плане расхода топлива. К тому же трактор плохо справлялся с холодными климатическими условиями, что делало его непригодным для работы в морозное время. Гидравлическая система и двигатели также часто выходили из строя, что приводило к частым поломкам и остановкам в процессе работы. Основная проблема заключалась в низкой эффективности трактора, что вызывало повреждения и дополнительные расходы на ремонт. Эти дефекты не только приводили к поломкам техники, но и создавали серьезные риски для безопасности оператора. Компания John Deere пыталась улучшить ситуацию с помощью новых моделей, но репутация модели 2010 была настолько испорчена, что она осталась в истории как неудачный пример в сельскохозяйственном машиностроении. Советский трактор, разработанный на Алтайском тракторном заводе в 1982 году, должен был стать важным этапом в развитии сельскохозяйственной техники того времени. Модель предназначалась для выполнения тяжелых работ, таких как вспашка средних и тяжелых почв, предпосевная обработка и дискование. Основной целью разработки было улучшение производительности труда и модернизация сельскохозяйственного сектора СССР. Конструкция трактора основывалась на цельносварной раме из профильных лонжеронов прямоугольного сечения и поперечных связей. Первоначально трактор был оснащен 8-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 250 лошадиных сил, который вскоре был заменен на 6-цилиндровый двигатель с турбонаддувом той же мощности из-за ненадежности первого варианта. Модель имела механическую коробку передач с 12 ступенями и торсионную подвеску, что обеспечивало отличную проходимость по любому рельефу. Однако во время испытаний инженеры столкнулись с множеством технических проблем, из-за которых серийное производство трактора неоднократно откладывалось. Проблемы возникали практически в каждом аспекте, от общей компоновки до надежности основных узлов и систем. В первом поколении трактор страдал от неисправности в двигателе, а в третьем поколении проблемы возникли с центром тяжести, что делало работу с тяжелыми навесными орудиями крайне сложной. Трактор был модернизирован 4 раза вплоть до 90-х годов, но несмотря на эти усилия, из-за устаревших технологий и постоянных трудностей в производстве, завод так и не смог наладить серийный выпуск модели. Трактор Ford 6000, выпущенный американцами в 1961 году, был задуман как первый в линейке Ford с автоматической коробкой передач. Однако из-за чрезмерной сложности конструкции коробки передач он быстро столкнулся с серьезными проблемами. Трансмиссия Select O-Speed часто выходила из строя с трудностями при переключении передач и полными поломками во время эксплуатации, что вынудило компанию провести отзыв продукции вскоре после начала выпуска. Помимо проблем с коробкой передач, трактор имел значительные трудности и с электрической
и гидравлической системами. Компоненты этих систем часто выходили из строя, что делало эксплуатацию трактора затруднительной и ненадежной. Кроме того, Ford 6000 расходовал больше топлива, чем другие трактора в своем классе, что увеличивало операционные расходы фермеров. Несмотря на попытки улучшить модель, доверие фермеров было уже подорвано. Выпуск улучшенной версии не смог восстановить репутацию, и Ford 6000 быстро был выведен из производства, став важным уроком для компании. Это был один из крупнейших провалов в истории производства тракторов Ford. Этот советский тяжелый промышленный трактор был создан в 1974 году на Чебоксарском заводе промышленных тракторов с целью выполнения обширных земляных работ. Устройство трактора включало прочную сварную раму с усиленными стальными лонжеронами и 8-цилиндровый дизельный двигатель мощностью 330 лошадиных сил. Трактор также был оснащен дистанционным и частично автоматизированным управлением. В процессе эксплуатации обнаружились несколько конструктивных проблем. При работе с горной породой материал часто накапливался на отвале, что приводило к его переваливанию через козырек и попаданию на переднюю часть кабины. Это создавало риск повреждения стекла и самой кабины, что вынудило инженеров переместить кабину на несколько футов назад для улучшения защиты. Однако сама конструкция кабины также оставляла желать лучшего. Входная дверь была совместима с окном, что затрудняло доступ внутрь, а обзор с места водителя на рабочую зону ограничивался. Кроме того, двигатель трактора имел ограниченный ресурс, что снижало его долговечность. Электрогидравлическое управление распределителями было недостаточно гибким, предлагая всего два положения: включено и выключено, без промежуточных настроек. Это ограничивало возможности работы с техникой. Также проектировщики не учли ряд факторов, что усложняло техническое обслуживание и ремонт машины, делая ее эксплуатацию менее удобной. История универсального колесного трактора UMZ-6 началась в 1966 году и прочно вошла в ряды самых массовых сельскохозяйственных машин Советского Союза. Производство продолжалось даже после распада Советского Союза, завершившись лишь в 2001 году. За более чем 30 лет было выпущено свыше 2 миллионов экземпляров этого трактора. Однако, несмотря на свои многочисленные преимущества, как в производственных, так и эксплуатационных характеристиках, шестерка имела и свои минусы, за которые ее не терпели многие отечественные трактористы. Производство трактора UMZ-6 налажено было на заводе Южмаш в городе Днепре, Украинской Советской Социалистической Республики. Мало кто знал, что эта модель на самом деле не являлась полностью самостоятельной разработкой. UMZ-6 в своей основе был заимствован у универсальных тракторов «Беларусь», которые производил Минский тракторный завод. Одним из самых спорных вопросов была комфортность кабины UMZ-6. Однако на протяжении времени конструкторы не останавливались на достигнутом. В 1974-м началась новая волна модернизации, и разработка улучшений была проведена совместно с белорусскими коллегами. В процессе усовершенствования активно изучался мировой опыт тракторостроения. Например, от немецкого трактора Zetor Crystal было заимствовано конструктивное решение для съемной крыши. Также итальянский трактор Fiat 880 повлиял на идею заменяющих решеток капота на рубленые жалюзи. А дизайн новой кабины во многом был вдохновлен американским John Deere 4630. Эти улучшения имели столь значительное влияние, что унифицированная кабина, основанная на конструкции американского трактора, в дальнейшем была внедрена и в другие советские модели тракторов. Кроме того, французский Renault 951 послужил вдохновением для усовершенствования схемы остекления. Изменения были настолько серьезными, что для их реализации приходилось перерабатывать и конструкцию самого трактора, включая изменения в топливном баке. Несмотря на то, что не все предложения белорусских и украинских конструкторов были реализованы, трактор после модернизации 1974 года стал значительно улучшенным и более удобным в эксплуатации. В СССР и США выпускались мощные и надежные тракторы, которые использовались в различных отраслях. Однако некоторые модели не обошлись без значительных технических проблем, которые снижали их эксплуатационную эффективность, что в конечном итоге привело к замене более современными и усовершенствованными машинами. А теперь, друзья, я хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. А на сегодня это все. Спасибо за просмотр.